Всем привет, с вами я, Евгений Нюхтилин. Сегодня мы поговорим о более спортивных поводочницах, которые имеют колышки. Их много разновидностей, о каждой из них я по чуть-чуть расскажу. Это поводочница Flagman Match Competition, 50 сантиметров. Здесь имеется линейка и колышки. Также есть подсказки по метражу. То есть от начала до конца 50 сантиметров. Мы можем варьировать длину поводка от 50 сантиметров до бесконечности количеством оборотов. То есть можно 50, 75, 50, 50, 25, то есть уже у нас 1,25 м. Как оно все делается? Здесь засовываем петельку, делаем оборот. Вот здесь вот есть специальный круглый такой бортик, чтобы поводок не гнулся при транспортировке. Сюда на один колышек влазит минимум 10 поводков, то есть расположить сюда можно огромное количество поводков без каких-либо травм и использовать уже в дальнейшем на своих рыбалках. Это одна из таких поводочниц. Сейчас я держу в руках также поводочницу Flagman Competition, но уже более другой конструкции, и у нее есть свои маленькие особенности. Есть вот такая вот измерительная линейка, на которой есть бегунок, с помощью которого мы можем сразу отмерить нужную нам длину поводка, сложить двое, например, либо в одиночную, вот только так вот, до 30. Длина 30 сантиметров. А в последующем уже здесь мы ее укладываем. Какая у нее особенность? Каждый поводок кладется вот сюда, вот в неопреновый паз. То есть 30, 60. Можно короче. И в последующем в этот же неопреновый паз можно спокойно класть крючок без каких-либо травм. Также эта поводочница позволяет допускать ошибки при длине поводка. То есть, если вы сделали на несколько миллиметров длиннее либо короче, то за счет вот этого сантиметра, куда вставляется крючок, вам эта ошибка простится. Эта поводочница двухсторонняя, поэтому поводков сюда влезет очень много. Сейчас я держу в руках свою любимую поводочницу, которой я пользуюсь на каждой рыбалке. Она мне очень нравится за счет своих габаритов, за счет своих фиксаторов очень надежных. А также здесь есть небольшие подсказки для рыболовов, которые, возможно, хотят перейти с бобинных поводочниц на колышки. Это, я считаю, более удобно и компактно. Здесь есть указание длины 15, 20, 25, 30 сантиметров. Также, если делать поводки оборотами, то здесь указано 30 сантиметров. Если делать до сюда, то 40. Если до сюда, 50. И если двойной до сюда, то 60. Также у нас есть вот такая вот плоская панель специально для приготовления поводков, которые мы будем уже размещать вот здесь. Также здесь есть подсказки, сколько надо где делать оборотов, чтобы получить нужную нам длину. Например, поводок должен у нас быть 60 сантиметров. Ладно, 50. Чтобы нам получить длину 50 сантиметров, мы должны от этого колышка добраться вот до этого колышка в 25 сантиметров. И сделать второй оборот. И у нас будет 50 сантиметров. То есть петелька у нас будет здесь, оборачиваться здесь. И крючок уже будет фиксироваться здесь. Потом мы после того, как связали на этой панели поводок, фиксируем его уже где-то здесь, где мы посчитаем нужным. Эта поводочница нашла у меня уже большое применение. Она у меня не одна. Одна для речных поводков, другая для стоячих водоемов. Очень удобная, компактная, все очень надежно, мягкая. Я думаю, даже в мороз, если я ей буду пользоваться, ничего с ней абсолютно не станет. Друзья, я надеюсь, мои советы были полезны для вас, и вы будете ими пользоваться. С вами был я, Евгений Нюхтилин. До новых встреч!